Добрый вечер, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 2 января, киевское время, 17 часов. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 беспилотных летательных аппарата типа Шахед-136. Почти все они были сбиты подразделениями сил обороны. Противовоздушная оборона уничтожила 39 шахедов и 2 беспилотника Орлан типа Орлан-10, а также одну крылатую ракету Х-59. К отражению нападения привлечены были зенитно-ракетные подразделения воздушных сил обороны Украины, истребительная авиация воздушных сил и мобильные огневые группы. Кстати, да, также все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами. Это, например, могут быть не только противоракетные комплексы, которые нам предоставлены. Это могут быть и те зенитные пулеметы с электронными прицелами, с радиолокационными прицелами, которые поставляли нам еще в начале декабря месяца. Они были оглашены в одном из очередных пакетов военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов. Поэтому мы учимся сбивать эти шахеды любыми доступными средствами. Кстати, у нас уже арсенал пополняется. Стрелковое вооружение было, ПЗРК были, теперь зенитные пулеметы. Да, мы как во Вторую мировую войну, у нас прожектор в старой советской песне были такие слова: прожектор шарит осторожно по пригорку. А у нас прожекторы шарят по небосклону, мы выискиваем эти шахеды и, соответственно, ведем огневое поражение с помощью всех возможных средств. Вот такая вот обстановка. Кстати, это говорит о том, что российское командование меняет тактику. Третью ночь уже подряд, точнее третьи сутки подряд. Российское командование, видимо, из-за нехватки ракетного вооружения, они решили изменить тактику, и теперь это в основном морально-психологическое воздействие. Кроме того, что это попытка нанесения огневого поражения критической инфраструктуре, энергосистеме Украины, это еще и морально-психологическое воздействие на население. Почему? Потому что тревоги обычно длятся до 3-4 часов утра, и в связи с тем, что эти шахеды летят не одной стаей одновременно, это сделать практически невозможно. Они летят с каким-то интервалом по разным маршрутам, заходят на цель. В основном терроризируется столица и часть крупных городов, выборочно областные центры или какие-то отдельные объекты. Но сейчас вот последние налеты, это в основном крупные города. Что это дает? Мы их сбиваем. И, соответственно, системы ПВО, ПРО и другие средства открывают огонь по мере приближения этих шахедов. И получается так, что население всю ночь сидит в укрытиях, бомбоубежищах. Практически там условия отдыха никакие, все на нервах. Под утро все возвращаются домой, и утром надо идти на работу. Или там по каким-то своим домашним делам заниматься обычной той деятельностью, которой человек занимается. Вот в этом состоит это, я бы назвал это так называемый беспокоящий огонь. Уже не столько, и причем основная масса шахедов направляется, и ракет, которые вот тут принимали участие, в частности 31 декабря, направляется в основном в жилые кварталы. Должно быть наибольшее количество жертв среди мирного населения, как раненых, так и убитых. Плюс вот такая вот нервотрепка, что люди не могут ночью отдохнуть и вынуждены сидеть в убежище, а потом
вместо не отдохнувших, всю ночь просидевших в убежищах, с утра идти на работу. Плюс некоторые все-таки долетают и наносят, соответственно, наносят еще и дополнительно наносят огневой ущерб. Вот такая война на истощение применяется Российской Федерацией против нас. Новая тактика применения беспилотников камикадзе и ракет. Ну, ракет меньше, потому что, видимо, действительно их количество резко снижается. Также враг совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и обстрел был совершен по детской больнице города Херсона. Ну, для российского командования это, видимо, это уже норма. Обстреливать в том числе все, что касается детей. Ну, я уже говорил вам, что в Киеве 2 школы, детский сад, вот еще добавилась детская больница Херсона. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Ну, к сожалению, мы готовимся к отражению, но гарантировать того, что не будет этих ударов, никто сегодня не может. Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. Ну, за исключением Запорожская, я бы, наверное, все-таки отнес уже к группе тех направлений оперативных, где противник пытается улучшить свое тактическое положение. Мы знаем, вчера случился инцидент, когда они захватили две наших оборонительных позиции. Но об этом чуть позже. На Херсонском направлении идет перегруппировка российских войск. Противник ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения. То есть вдоль линии фронта. Линия фронта сегодня на Херсонском направлении – это река Днепр. За минувшие сутки подразделения сил обороны отражали атаки на оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Белогоровка, Солидар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Опытная, Красногоровка Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не наблюдается. На Северском и Слобожанском направлениях минометные и артиллерийские обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области. На Сватовском направлении, оно же Купинское направление, продолжаются позиционные бои. Там нет перемещения линии фронта, идет обмен огневыми ударами и позиционные бои. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов на всю глубину досягаемости его огневых средств на этом направлении. На Лиманском направлении позиционные бои. Ситуация без изменений за последние сутки. На Бахмутском направлении тут ситуация продолжает оставаться очень тяжелой, очень на грани критической. Враг не заканчивается. Вот в чем проблема. Российское командование создало конвейер смерти. Ну, я бы это так назвал, потому что они просто подвозят грузовиками, подвозят личный состав и отправляют этот личный состав в атаки. Волны атакующих до взвода. Обычно атакуют до взвода в пешем порядке, без поддержки брони и практически без поддержки артиллерии. И вот эти вот атаки до 30 человек, до мотострелкового взвода, иногда усиленного, они не заканчиваются. Личный состав независимо от того, сколько они несут потери, они продолжают атаковать. Продолжаются попытки штурма Солидара, Раздолевки и Подгороднего, Опытного и Клещиевки. Вот практически все бахмутское направление, оно все подвергается атаке. Регулярные атаки идут одна за одной. Личный состав подвозится,
Ну, убитых вы видели видео, где там Пригожин поздравляет своих бывших бойцов, в скобочках, в кавычках бойцов, а на самом деле зэков, которых в черных пластиковых мешках уже пакуют в рефрижератор для отправки на вечный покой. Не могу сказать домой, потому что, знаете, я вам говорил уже, есть разведданные о том, что они сжигают эти трупы для того, чтобы не вести учет. И для того, чтобы потом объявить этих людей без вести пропавшими. Вот и все. Никто никому ничего не должен, никаких выплат, ничего. И плюс не растут потери в этой войне. Вот. И он их там поздравляет с Новым годом и типа до свидания, пацаны, спасибо, что повоевали. Вот такая вот ситуация на бахмутском направлении. Кстати, в самом Бахмуте линия боевого столкновения без изменений. В городе идут ожесточенные бои, но они носят позиционный характер. Все атаки противника не приносят никакого успеха. Наоборот, они несут потери и откатываются постоянно назад. На Авдеевском направлении враг снова пытается штурмовать саму Авдеевку с севера. И штурмовые действия продолжаются. На данный момент ситуация остается очень напряженной. Вот северной Авдеевки, северной окраины Авдеевки идут бои. И на исход сегодняшнего боя пока что на данный момент неизвестен. Новые методы ведения боя начинает применять противник. Они меняют каждый день давление вражеской пехоты в частности на Бахмут, как я вам рассказал, оно меняется. То есть меняется интенсивность, и они пытаются менять интенсивность атак, то есть интервал между ними, и они пытаются менять их содержание. Это может быть атака 10 человек, а может быть атака 30 человек, то есть до мотострелкового взвода. И что самое для нас тяжелое, это то, что не ощущается значительных каких-то уменьшений в количестве этих атак. Если мы говорили, допустим, вчера, что есть незначительное снижение интенсивности артиллерийского огня, оно ощущается, потому что и есть даже в российских пабликах можно встретить, что некоторые артиллерийские батареи просто сидят на голодном пайке, российские, ввиду нехватки боеприпасов. И недаром там матюкали бойцы ЧВК Вагнера, на видео матюкали там Герасимова и Шойгу, министра обороны и начальника генерального штаба Российской Федерации. Ну, кстати, это же они не ругали его. Мы же знаем прекрасно, что в Российской Федерации мат это не ругательно, это они на нем разговаривают. Поэтому они просто передали на своем диалекте, они передали привет и пожелания начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России и министру обороны. Привет касался именно наличия боеприпасов на огневых позициях этих горе-бойцов. Потому что это наемники. В принципе, это не бойцы, это наемники частной военной компании. И это видео спокойно гуляет. Никакой реакции. А эти два начальника, я так понимаю, что они даже не могут возразить. Путин молчит, а официальные лица, они, наверное, утерлись и идут дальше, опустив головы и поджав хвосты. Планы врага захватить Авдеевку, Марьинку и Бахмут до Нового года провалены окончательно. Сегодня уже 2 января. И АВОС и ныне там. Мы надежно держим оборону. Да, противник на отдельных участках имеет частичный успех, но тем не менее мы либо отбиваем эти позиции, либо закрепляемся на следующих позициях и удерживаем основные населенные пункты, основные опорные точки этой обороны мы надежно удерживаем. От этого, конечно же, нашим защищать то, что они провалили свои планы взять все до Нового года, там Солидар, Бахмут, Авдеевку, Марьинку, нашим бойцам от этого легче не становится. Видите, они каждый раз меняют интенсивность атак, меняют тактику проведения этих атак. Поэтому ситуация, еще раз повторюсь, остается очень тяжелой, на грани критической. Новопавловское направление. Здесь позиционные бои, обмен артиллерийскими огневыми ударами.
никаких изменений линия фронта за сутки не претерпела. Запорожское направление. Вчера было сообщение по поводу вот этих двух захваченных позиций. Наши вынуждены были отойти с этих позиций в районе населенного пункта Дорожнянки. Так вот, по предварительным данным нашей разведки, к югу от Дорожнянки две позиции, которые занял враг сутки ранее, то есть вчера, были стерты нашей артиллерией вместе с оккупантами. То есть огневым налетом мы просто уничтожили эти позиции вместе с теми, кто на них, с российскими оккупационными войсками. Но пока как бы восстановлена ли линия фронта, то есть возвращены они под наш контроль или нет, пока такой информации нету. Ну и остается у нас с вами Херсонское направление, на котором, как я уже сказал, огневое воздействие со стороны противника. Там разделяет река, поэтому контактных боев там не проходит, там только артиллерийские дуэли, обмен огневыми ударами на всю дальность досягаемости огневых средств, как с нашей стороны, так и со стороны противника. Причем идет все от самого Черноморского побережья до фактически Энергодара. Российские войска обстреливают нашу территорию. Мы, естественно, отвечаем, стараемся давить огневые средства противника, ведем контрбатарейную борьбу. Из предыдущих огневых налетов надо отметить, что подтверждено огневое поражение 31 декабря, то есть в предновогодний день, районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районе населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих. Уничтожены порядка 12 единиц вооружения и военной техники разного типа. И склад боеприпасов противника. Информация о ликвидации, о ликвидированных оккупантов, то есть убитых, уточняется. Авиация сил обороны нанесла 13 авиационных ударов по районам сосредоточения российских оккупационных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Еще хочу отметить одну такую новость. В новогоднюю ночь был нанесен удар нашими реактивными системами залпового огня типа «Хаймарс» по пункту временной дислокации одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации в Макеевке. Судя по реакции, у нас идет информация, официального информации нету, но из социальных пабликов можем сказать, что количество погибших и раненых в этом огневом ударе исчисляется сотнями, не одной сотни человек. И это вызвало резонанс. Судя по реакции российских сетей, действительно удар оказался очень удачным. И действительно, видимо, мы накрыли очень большое скопление живой силы противника. Так вот, поднялась такая волна критики и возмущения в российских социальных сетях, что Министерство обороны Российской Федерации было вынуждено отреагировать на эту, чтобы погасить вот эту волну, потому что там начали писать, что там цифра там и 100, и 200, и 600, и 1000 человек якобы погибло, и как же так, куда смотрели, кто виноват. Самый первый же вопрос, кто виноват и что делать. В России это два извечных вопроса. Да? Две проблемы и два извечных вопроса. Так вот, Министерство обороны Российской Федерации вынуждено было признать, что действительно такой удар был. И, как утверждают в ведомстве, и в результате удара вооруженных сил Украины в Макеевке погибли 63 российских военнослужащих.
Ну, и сейчас реакция тех же российских пабликов пишут, что умножайте на 5 или на 10, и вот это будет правда. То есть от 300 до 600 человек, это так говорят очевидцы на местах. Это и то, что там же еще завалы не разбирали, там сейчас только приступили к разбору завалов. Но что самое интересное, надо отметить, что, смотрите, ВСУ нанесли ракетный удар из «Хаймарс» по пункту временной дислокации одного из подразделений вооруженных сил РФ в Макеевке. Это я вам читаю выдержку из официального пресс-релиза Министерства обороны Российской Федерации, где они признают этот удар. Да, и дальше там сообщают 63 погибших. А теперь вчерашнее сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Вчера Министерство обороны Российской Федерации объявило об уничтожении уже 54-й установки «Хаймарс». Но всего нам их поставили 35. Это из тех открытых источников, которые мы сегодня с вами знаем. То есть нам западные партнеры поставили 35 установок, ну, «Хаймарс» и типа «Хаймарс». Сюда включается там и Марс, и М270, и вот это и французский вариант этой же системы. А они уничтожили вчера 54-ю установку. Вот так работает Министерство пропаганды Российской Федерации. Вместе, ну, оно же Министерство обороны Российской Федерации. 63 военнослужащих, при том, что соцсети валают, очевидцы валают о том, что там несколько сотен убитыми. Вот. Но зато накануне была уничтожена 54-я установка «Хаймарс» из 35. Тогда кто же наносил этот удар? Вот такие вот военные новости сложились в Украине и на всей линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и несколько военно-политических новостей хочется отметить, которые очень важны для Украины, на мой взгляд, на сегодняшний день. Начнем с плохой новости. Плохая новость в том, что в канцелярии канцлера Германии Олафа Шольца подтвердили отказ Германии предоставить Киеву танки «Леопард-2». Об этом сообщает нам издание «Шпигель». Эксперт по вопросам внешней политики правящей партии Германии Михаэль Мюллер отметил, что Германия хочет избежать превращения НАТО в сторону прямой войны. Ну, вы знаете, как бы тут для меня, я, честно говоря, не удивился. Зная позицию Шольца, я вам говорил, что там идет беспрецедентное, как говорят некоторые политики и чиновники Германии, что идет беспрецедентное противостояние Шольца, Бундестага и правительства Германии в плане того, что все согласны поставлять нам вооружение, Шольц не дает на это разрешения как канцлер Германии. Сейчас они прикрылись тем, что якобы Германия страна-член НАТО. Подождите, когда вы нам гаубицы передавали и системы Марс передавали, вы не вспоминали, что вы член НАТО. Вы говорили, что вы Германия, страна-партнер Украины, которая поддерживает. И, кстати, Шольц опять подтвердил, что мы будем в своем поздравлении новогоднем, он сказал, мы будем с Украиной столько, сколько надо. Будем поддерживать Украину столько, сколько надо. И дадим все необходимое для поддержки Украины. И тут вы вдруг говорите, ну мы же страна НАТО, мы не можем давать Украине такое вооружение, как танки типа «Леопард-2». Ну, посмотрим. Противостояние опять продолжается. Чем оно закончится, сказать очень трудно и очень проблематично. Ну, я думаю, что... Дело в том, что «Леопард-2» это один из самых распространенных танков. Довольно большое количество этих танков было выпущено, и он есть во многих странах Европы. И может быть заявление финских политиков, которые предложили стать первыми поставщиками «Леопарда-2» для Украины, вот, может быть оно опередит мысли немецких политиков, точнее немецкого канцлера, так будет правильнее сказать, потому что политики настроены более лояльно к Украине, чем сам канцлер Олаф Шольц. Следующая новость гласит о том, что
диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами КН-23, способными нести ядерный заряд. То есть они побывали в месте хранения в этих самых средств доставки ядерных боезарядов. Ну, кстати, он часто, я смотрю, что он посещает и воинские части, и какие-то мероприятия, военные мероприятия со своей дочерью. Может, готовит из нее преемницу, может быть. Но об этом, вот, кстати, обращают внимание журналисты Северной Кореи, что вот он с дочерью посещал. Но смысл не в этом. Смысл в том, что корейский диктатор, знаете, была провокация с дронами против Южной Кореи. Знаете, что я вам говорил, что 2 ракеты они запустили в акваторию Японского моря. Опять же, угрожая всему миру. Ким Чен Ын говорит, что Северная Корея находится в опасности, поэтому надо уничтожить в первую очередь Соединенные Штаты. И вчера вот этот северокорейский диктатор призвал к созданию новых межконтинентальных баллистических ракет и увеличению ядерного арсенала Северной Кореи. То есть страх, видимо, страх перед потерей власти, он превыше всего, превыше даже здравого смысла. Но в любом случае, самое интересное, что в любом случае для того, чтобы делать такие заявления северокорейскому лидеру нужны основания. 2 донора, я уже говорил, 2 донора у этой страны. Это Китай и Российская Федерация. Интересно, кто же из них подстрекает северокорейского диктатора к таким заявлениям и к таким шагам, что может вызвать, ну, я думаю, какие-то действия против этой страны со стороны коллективных стран Запада и Азии. И так на Северную Корею наложены санкции, страна живет практически на голодном пайке, реально на голодном, там карточная система у населения. Фактически они живут в военизированном концлагере. Люди даже военную форму носят вместо обычной одежды, потому что не могут себе позволить ее купить. А форма стоит довольно дешево, и они этим пользуются. Плюс они все служат в армии, и женщины, и мужчины. Это у них обязаловка, всеобщая воинская обязанность. Никто не может уклониться. То есть там страна, фактически, страна, превращенная в казарму. Следующая новость гласит о том, что ну вот каждый день такой, он нас радует и согревает. В Киеве был поставлен температурный рекорд. Насколько я понимаю, это вчера, 1 января, был температурный рекорд, который зафиксировали за последние несколько десятков лет. Дело в том, что предыдущий рекорд, по-моему, был в 90-х годах, в 91 году, и температура в 1 января в Киеве была плюс 11,1 градуса. Вчера в Киеве было 13 или 14 градусов. Некоторые говорят 14, некоторые говорят 13. Это о том, что мы все замерзнем. Вот это к слову о том, что мы все замерзнем. Слава Богу, хоть в этом отношении природа на нашей стороне. И вместо 13 или 14 градусных морозов у нас 13-14 градусов тепла. Будем надеяться, что так будет продолжаться и дальше. Ну, понятно, что на крещенские морозы все равно они придут. Не такие сильные. Про синоптики обещают там до снижения температуры как раз до 14 градусов. Но тем не менее, каждый теплый день помогает нам пройти эту зиму, учитывая те риски, которые есть у нас с нашей энергетической системой и с системой отопления. Следующая новость гласит о том, что Израиль начал Новый год с очередного авиационного ракетного удара по аэропорту Дамаск в Сирии. На некоторое время аэропорт прекратил даже свою работу. Погибли 2 военнослужащих. Погибли 2 человека, по некоторым данным они являются военнослужащими сирийских войск. Обычно Израиль делает такие удары авиационные, когда видит опасность в плане того, что Иран начинает накапливать там вооружение, и это вооружение может быть передано террористическим организациям, которые действуют против
Израиля. Обычно это обосновывают именно такими действиями. Ну, опять же, хочется спросить. Дело в том, что российское ПВО, С-400 знаменитый, якобы должен закрывать небо Сирии. Там Шойгу даже рапортовал несколько раз об этом, что небо Сирии закрыто на железный замок. Ну, видите, израильская авиация прилетает и наносит огневые удары. Где в это время находится российское ПВО, сказать очень трудно. Тем более сейчас режим Башара Асада слаб как никогда. Россия увязла в войне в Украине, ничего не могут сделать, надо формировать новую армию. Из Сирии вытянули все, что можно было, Путин вытянул все, что можно в плане боеприпасов, в плане техники и вооружения, в плане личного состава. Оттуда переброшено макс, там оставлен минимум, который может обеспечить жизнедеятельность этих баз и может обеспечить хоть какое-то присутствие российских войск. Турция, Иран занят внутренним кризисом. В Иране сейчас, вы знаете, там идут противостояния внутренние, и там проблемы у режима, есть протесты среди населения. Плюс у Ирана проблемы с соседями, это Турция и Азербайджан. Они очень боятся напряженности отношений с этими двумя странами. И в этот момент получается, что Сирии некому в принципе и помочь. Сирийский диктатор остается сам на сам с тем же самым Израилем, который тоже не хочет усиления ни Сирии, ни усиления присутствия Ирана на территории Сирии. Поэтому вот буквально на второй день Нового года израильская авиация нанесла очередной авиационный ракетный удар по аэродрому в Дамаске. Это, кстати, центральный международный аэропорт. И видите, он даже прекратил на некоторое время свое функционирование. Ну и напоследок. Новость очень хорошая для нас. Вы знаете такую организацию, как Большая Семерка. Эти страны очень сильно влияют на на развитие мировой экономики. Это монстры мировой экономики. 7 стран больше 60% мирового ВВП представляет. Так вот, с 1 января текущего года председательствует в Большой Семерке Япония. И Япония, премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен пригласить нашего президента Владимира Зеленского на саммит Большой Семерки, который состоится в Хиросиме в этом году. Тогда тот город, который был подвержен в годы Второй мировой войны ядерной бомбардировке. И саммит будет проходить 19-21 мая. Об этом пишет японская пресса. Так вот, он хочет пригласить, чтобы использовать это как возможность напрямую услышать от нашего президента о текущей ситуации в Украине. Ну, я так понимаю, что личная встреча для Японии, Соединенные Штаты, Канада, Южная Корея, они довольно очень сильно помогают нам в плане помощи экономической, финансовой и гуманитарной. Ну а Канада и Соединенные Штаты, они еще помогают нам в военном плане. Но вот Япония помогает очень в гуманитарном плане очень сильно. Ну, не исключено, может быть, Япония что-то подбросит нам из вооружений, хотя, в принципе, у них очень мощная экономика, и от них можно ожидать, в основном, я думаю, экономической помощи. Но, тем не менее, вот такая заинтересованность Японии в участии нашего президента, в общении с нашим президентом тет-а-тет, напрямую. Как говорят, когда личную встречу не может заменить ни один телефонный разговор, ни одна видеоконференция. Все-таки личное присутствие это намного важнее. И раз нашего президента приглашают на такой уважаемый саммит, значит Япония очень заинтересована. Ну, думаю, что это же обсуждается и с другими, и остальные тоже хотят встретиться и поговорить. Вот такие военные и военно-политические новости сегодня в Украине и вокруг нас с вами.
На этом мы первую часть нашего с вами видео заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. И как обычно, продолжим мы с вами ответом на вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Итак, с Новым годом вас! У меня вопрос. В новогоднюю ночь с 11 часов вечера все паблики Telegram писали о том, что в Москве и Санкт-Петербурге были взрывы. Вы что-то об этом знаете? Потому что в новостях это не освещали. И создается впечатление, что это была чья-то злая шутка. Не понимаю, зачем это нужно было нашим пабликам. Заранее спасибо за ответ. Я думаю, что это, знаете как, это непреодолимое желание выдавать желаемое за действительное. Очень хотелось, чтобы там где-то у них случилась бавовна, кто-то где-то покурил в неустановленном месте. И может быть какие-то инциденты и были и в той же Москве, и в том же Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге был, по-моему, пожар. Если я не ошибаюсь, что-то там горело, какие-то склады, какой-то торговый центр. В Москве тоже вполне возможно. Москва очень большая, и вполне возможно, что там были какой-то пожар, может быть, что-то взорвалось, типа бытового газа. Но как бы мы никакого отношения к этим взрывам мы не имеем. И к сожалению, есть категория людей, которые пытаются это превратить в сенсацию. Как горячие новости расходятся как горячие пирожки, да? Или информационная утка, как еще называют журналисты. Поэтому вот такая, на мой взгляд, ситуация. С Новым годом! Как это? Дважды были удары беспилотников и взрывы по аэродрому Энгельс, а дальше оттуда взлетают самолеты. Я вам объясню почему. Потому что аэродром это довольно сложное инженерно-техническое сооружение, которое имеет огромный запас прочности. Огромный. Ну, представьте себе, если садится стратегический бомбардировщик, посмотрите, какой у него несколько там, сотен, может быть, тонн посадочный вес. А если он садится, допустим, с ракетами, вот он не сделал пуски, а садится, или взлетный вес, когда он заправленный с ракетами. Взлетно-посадочная полоса это очень прочное сооружение. Поэтому в самом аэродроме это самый главный элемент. Если взлетно-посадочная полоса целая, значит аэродром может функционировать. Даже без средств навигации. Бортовые системы позволяют летчикам осуществлять взлет и посадку без дополнительной системы. Я это уже рассказывал. А для того, чтобы, допустим, уничтожить полосу взлетно-посадочную, надо применять что-то типа бетонобойных боеприпасов или бункерные бомбы, которые имеют высокую проникающую способность через бетон и подрываются для того, чтобы вывернуть ее наизнанку. Поэтому вы можете все стереть с лица земли. Но если взлетно-посадочная полоса осталась целая, с нее сгребаются все обломки, она тщательно вымывается, чтобы не было остатков горюче-смазочных материалов на ней. И ее можно дальше эксплуатировать. Вплоть до того, что выставляют там аккумуляторные фонари, которые там подсвечивают эту полосу для обеспечения полетов. Поэтому аэродром уничтожить это очень и очень сложно. Кстати, даже приведу вам в качестве примера. При Дональде Трампе, по-моему, в 2017 году или 2018 был осуществлен массированный, подчеркиваю, там около 100 ракет было, томагавками удар по аэродрому в Сирии, в Дамаске. И что?
ничего. Да, военные объекты пострадали на этом аэродроме, некоторые ангары разрушены, но аэропорт через некоторое время возобновил свою работу. Взлетно-посадочная полоса не пострадала. Хотя там применялись именно противобункерные для того, чтобы уничтожить авиацию, находящуюся в ангарах, в бетонных капонирах. Есть такие специальные капониры, которые имеют железобетонную конструкцию и еще обвалованы землей. Вот. Так что аэродром очень тяжело вывести из строя. Следующий вопрос. При обстреле Никополя с градов мы слышим выходы с характерным свистом, как истребитель. А вот бывает, как на Новый год, ровно стреляли градом, как салют звуки. И в Никополе взрывы намного громче и массивнее, чем стандартные. Что за заряд? Скорее всего, это применение боеприпасов различных. Дело в том, что к системе ГРАД может применяться два вида боеприпасов. Может быть обычный реактивный снаряд. Вот он, как правило, шелестит с обычным звуком. А может применяться снаряд торнадо, который повышенного могущества с увеличенной дальностью стрельбы. Вот он издает другой звук. Так что, скорее всего, просто разновидность боеприпасов, которые применялись для систем ГРАД российскими войсками во время обстрела вашего населенного пункта. Вот вопрос. Гаубица RCH-155 будет базироваться не на английском бронетранспортере, а на боксере, который производится фирмой Артек Гамбург, являющейся совместным предприятием двух немецких фирм. Не буду коверкать их название. Смотрите, я действительно ошибся лишь в том, что в 2003 из проекта производства и проектирования вот этого боксера, боксер правильно, по-моему, пишет боксер, боксер, бронетранспортера, который лег в основу вот этой новой гаубицы RCH, вот, Великобритания вышла. Изначально, да, он был немецко-британским, но на сегодняшний день он не чисто немецкий. Вот вы пишете две немецкие компании. Нет, он немецко-голландский. Там еще есть голландцы. Да, фирмы обе находятся в Германии, но одна из фирм, я так понимаю, принадлежит и там имеет контрольный пакет Голландия или голландские бизнесмены. Поэтому это немецко-голландский бронетранспортер. И да, он лег в основу вот этой гаубицы нового поколения, как я вам объяснял, с автоматической башней калибра 155 мм. За основу взята башня от Panzerhaubitze 2000, а шасси будет на базе вот этого боксера. Бронетранспортера немецко-голландского. Вот такая, чтобы не спорить, не ломать копья, откройте Википедию, там четко расписано, какие фирмы участвуют в этом и когда кто вышел, кто вошел. Следующий вопрос. Ракеты передаются только целиком или можно по частям? Могут ли иранские ракеты передаваться запчастями? Да, очень даже могут. И существует очень большая вероятность, что это может быть и сделано именно таким образом. Дело в том, что любая ракета состоит из трех основных частей. Головная часть, которая несет на себе заряд, потом блок управления и автоматики. И третья часть — это топливные баки и двигатель. Вот из этих трех частей. Да, ее можно расстыковать, ракету, и потом ее собирать. Единственный вопрос возможности сборки ракеты на новой территории. А поставляться она может по частям различными каналами. И это уже будет не ракета, это уже будет запасные части. Это уже можно будет считать грузом двойного
назначения. То есть это не чисто военный груз. Вполне возможен и такой вариант. Но тут вопрос же не поставок самих ракет. Вопрос наличия этих ракет. Если эта ракета появится, неважно где ее соберут, в Тегеране или в Москве, но если эта ракета появится в рядах вооруженных сил Российской Федерации, и Россия применит ее против нас с вами, против Украины, то тогда у Организации Объединенных Наций есть все основания для наложения санкций, новых санкций, как на Иран, так и на Россию. Понимаете, вот в чем прикол. Ты как хочешь вези ракету, хоть по запчастям, хоть целиком. Но сам факт ее наличия в России нарушает резолюцию ООН от 2015 года о приеме передачи ракет любого вооружения от Ирана или Ирану с дальностью применения более 300 километров и более. Вот в этом фишка. Поэтому, а вообще, конечно, можно. Для скрытия поставок вполне возможно демонтаж на составные части и по разным каналам под видом уже запчастей или грузов двойного назначения отправить. Они сойдутся потом в России в одной точке и из них соберут ракету. Кстати, сейчас именно так рассматривается вопрос передачи дронов «Шахед». Как 131, так 136. Вроде бы есть информация, разведывательная информация о том, что Иран собирается помочь России организовать производство сборки этих дронов на территории России. Кстати, подозревается еще Белоруссия в этом, потому что Лукашенко вдруг заговорил, вспомнил, что у них тоже были разработки по сборке дронов. И это может быть связано с тем, что производственная база в Беларуси может быть лучше, чем в Российской Федерации. Вот. Ну, посмотрим. Разведка бдит эти вопросы. И я думаю, что как только здесь какая-то будет информация, об этом будет сообщено сразу же. Більш як 20 років на військовій пенсії. Розумію і твердо вірю в нашу перемогу. Так ми виженемо ворога з українських земель. Але як ми їх заставимо капітулювати? Вони ж все рівно не заспокояться і будуть гатити зі своєї території по нас. І який в тому разі буде план у Залужного. Але я оптиміст і вірю, що до цього часу рішення знайдеться. Слава Україні! Я думаю, смотрите, план один. Если мы выходим на границы 1991 года, а Российская Федерация не сдалась и продолжает оказывать сопротивление, то дальше мы попадаем в ситуацию в такую же, в которой находится сегодня Израиль. И то есть это будет замороженный конфликт, вооруженный конфликт низкой интенсивности, который будет состоять в вооруженных провокациях на границе и в обмене огневыми ударами с помощью разных средств. Тут два варианта. Первый – это нанесение ударов зеркально, то есть из паритетного вооружения, ракетой на ракету, артиллерии на артиллерию. Это раз. И второе, в этом случае мы можем применить различные международные механизмы. И таких механизмов есть два. Первый – Организация Объединенных Наций. Ну, это очень сомнительный механизм, знаете, как она сейчас работает. Но, тем не менее, в уставе ООН написано, что мы, как полноправные члены, имеем право требовать вооруженный контингент войск ООН в качестве миротворческой миссии. И чтобы ООН утвердила операцию по разделению, есть такая миротворческая операция, их 6 видов. Один из видов такой операции называется разделение противоборствующих сторон. Когда войска ООН станут на границе. И любой выстрел в сторону якобы противника будет означать это выстрел в сторону ООН. А это влечет за собой гигантские санкции. Практически выключение страны из финансово-экономического и политической сферы мировой жизни. Точнее, вот так правильно будет. То есть это вариант Северного Кипра. Когда на границе будет стоять возле пограничных столбиков, я утрированно, конечно, говорю, будут стоять солдатики ООН. Второй вариант – это международный контингент стран-гарантов безопасности Украины, которые создадут какой-то, допустим, орган, что-то типа
миссии, военной миссии, которая точно так же встанет на нашу границу. И, соответственно, у России будет выбор: либо война с этой коалицией, потому что если будет выстрел, это фактически нападение будет на международную коалицию, которая будет гарантировать нам безопасность по договоренности. Это либо надо будет с ними воевать, а они же еще могут применить санкции против Российской Федерации в меру своих возможностей. Ну, представьте, если большая семерка нам такой контингент сформирует. Там на базе 2-3 стран, не обязательно всех 7. Да, и поставит России условия: выстрел в сторону солдата, а теперь получается, раз они на нашей границе, то в сторону солдата коалиции, значит выключаем свет в стране. Ну, условно говоря, да, или там перекрываем кислород по каким-то там очень болезненным для России параметрам. Вот таким образом, я думаю, что два варианта: вооруженный вариант и вариант военно-дипломатический. Следующий. Здравствуйте. Скажите, правда, что ПВО и ПРО не попадает в саму ракету, а взрывается рядом? Не совсем правда. Дело в том, что есть разные типы противоракет. Вот ПВО и те ракеты, которые применяет ПВО и ПРО, класса земля-воздух, для борьбы с воздушными целями, называются противоракеты. И они есть двух типов. Тип первый — контактного действия. То есть, когда противоракета попадает в воздушную цель. Допустим, ракета попадает в самолет. И, соответственно, и в нем взрывается. Или ракета попадает в ракету. Такой тоже есть. И есть второй тип неконтактного действия. Это когда, вот то, что вы пишете, когда противоракета идет на перехват, при этом она и взрывается на курсе следования воздушной цели. Неважно, это ракета или самолет. И взрываясь, она создает облако осколков, которое на встречной скорости поражает цель и, соответственно, наносит ей такой ущерб, который выводит ее из строя. То есть есть контактного действия и есть бесконтактного действия. Поэтому вот два типа ракет, противоракет, применяются системами ПВО и ПРО. Запитання. Як ви думаєте, якщо б застосувати ударні гелікоптери для полювання і відстеження дронів, вони мають в себе і нічне бачення, і крупнокаліберний кулемет, ракети і таке інше? Думаю, що не дуже недооцінена річ, але пошук їх з неба набагато швидший і ефективніший. Дело в том, что разница в скорости очень большая. Это первое. Вот шахеды могут лететь там со скоростью 600-700 км в час. Крылатая ракета идет 850 км в час. А вертолет 200-250. А с боевой загрузкой так и 182, около 200 км у него крейсерская скорость. Вот в этом и проблема. Поэтому мы поднимаем авиацию. Авиация намного эффективнее в борьбе, потому что авиация может... 850 км в час — это крейсерская скорость пассажирского самолета. То есть среднестатистическая скорость для для самолетов. И на дозвуковой скорости самолет легко... Во-первых, он может догнать ракету, потому что может преодолевать звуковой барьер. Это раз. И второе, он получается в одном классе с ракетой. С дронами там чуть посложнее, потому что дроны летят чуть медленнее. Хотя и самолет может сбросить скорость там, до 600, до 500 км в час и при этом сохранять маневренность в воздухе. Вот. И твердо стоять на крыле в воздухе. Соответственно, на встречных, на перехвате, на догонных курсах он может спокойно сбивать и дроны, и ракеты. Поэтому в данном случае эффективнее применять именно авиацию, что мы постоянно и делаем. У нас в новогоднюю ночь наши воздушные силы боролись вместе со всеми, и с ракетами, и с дронами, и поэтому так эффективно мы практически все положили из того, что летело в новогоднюю ночь к нам от наших врагов Российской Федерации.
У меня вопрос по танкам. Скажите, пожалуйста, почему мы обсуждаем возможность поставок только танков Абрамс и Леопард? Что с британскими Челленджер 2 и французскими Леклерками? Могут ли Британия и Франция поставить эти танки? Ну, сразу скажу, что нет, не могут. По нескольким причинам. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что нет, танки мы вам не дадим. Он остался этому уверен. Второе его заявление, когда опять вспомнили, что ну дайте нам Леклерк, хороший же танк, вы же его так хвалите. Он сказал, что это настолько инженерно-технически сложная машина, что нет, надо несколько лет учиться для того, чтобы освоить этот французский танк. Поэтому Леклерки нам не светят, и мы уже перестали их даже просить из-за позиции президента Франции. А в Великобритании там этих танков раз-два да и обчелся. Челленджеров довольно мало. Вот, поэтому Великобритания старается помогать нам чем может, но не танками. У них у самих. А вот Абрамс и Леопард на сегодняшний день самые распространенные танки по количеству выпущенных единиц. Поэтому есть, допустим, Меркава, израильский танк, да, вообще считается это крепость на гусеницах. Вот, он 74 тонны весит. Но вы знаете, что, допустим, Меркаву не имеет смысла брать, потому что он создавался исключительно под местность в Израиле. И он практически не продается никуда на экспорт, потому что 74 тонны, вот наши 46 тонн, средние танки, там 45-46 тонн, они вязнут, когда пройдет дождик на наших полях, да, черноземах жирных. А в 74 тонны он вообще утонет, там, просто утонет. Вот, поэтому, а вот в пустыне в Израиле он себя чувствует прекрасно, броня у него сумасшедшая. И он спокойно выезжает на поле боя и расстреливает, как это было и в шестидневную войну, и в войну судного дня, когда один израильский танк там гасил 72-ки советские, 62-ки, которые мы поставляли там сирийцам. Вот, и все, они сражались, и все было у них прекрасно. Но видите, он имеет такие особенности. Кстати, я забыл еще сказать, что Челленджер это у него нарезная пушка. В плане боеприпасов это и запаса настрелов этой пушки это довольно проблематично. Поэтому британцы сидят тихонечко помалкивают, они готовы учить наших солдат, готовы поставлять нам ракеты. Кстати, они очень хорошо поставляют. И тот же комплекс Гарпун, и те же ракеты Бримстоун они давали, и там другие виды вооружений. Поэтому, а Леопарды и Абрамсы самые распространенные в мире танки. И есть у Леопарда вообще 7 версий. У Абрамса там даже поменьше, по-моему, 4 у него версии на сегодняшний день. Вот. Поэтому мы и делаем упор именно на эти танки. Пусть не последнюю, пусть не самую новую версию, понятно, она дорогая и там может быть сложная, но тем не менее. Вот, пусть хотя бы среднюю какую-то версию дадут, А4, допустим, Леопарда, нас бы устроило вполне. Вот. Да, они тоже тяжелее наших танков, но при этом они сохраняют, у них удельное давление на квадратный сантиметр меньше, чем у человека. Поэтому они сохраняют маневренность и проходимость даже при таком весе. Вот такая вот особенность. А дальше остаются там, ну вот сейчас Южная Корея, Польша купила К2. Посмотрим, как они себя покажут в Европе. Япония, правда, не продает. Они вообще с продажей оружия у них очень туго. Хотя у них изделия 100, я скажу, довольно... Я смотрел обзор, очень хороший танк. Мне, например, очень понравился. Полностью автоматизированная система и прозрачная броня. Как всегда, японцы сделали там из него электронную начинку максимально в этом танке. Но, тем не менее, они практически не продают. Турция сейчас находится в стадии разработки собственного танка. Они
У них вроде как готов корпус и башня со всей артиллерийской начинкой. Двигатель они выбрали корейский, южнокорейский для него. И Алтай, по-моему, будет называться. Или Алтан, вот точно не помню. Будет называться этот новый танк. Они сейчас уже ведут его испытания. Вот. Кто еще? Ну, вот такие основные, я вам сказал, танки. Поэтому все и упирается вот в основном в эти два вида. Может быть, мы после войны себе сделаем, в конечном итоге сделаем Оплот или Булат, что там, выберем из них что-нибудь и не будем так, как я рассказал, Оплот в единственном экземпляре. 51 выпущен, из них 49 в Таиланде, один в Соединенных Штатах, один в Украине. Вот такой вот вариант. Проблема з танками. В мене питання, яким чином можуть бути виплачені репарації за вчинену шкоду Україні Росією? Як примусити це зробити країну-окупанта? Бо деякі з російських блогерів піддають сумніву, що цю можливість. Дякую за информацию. Смотрите, все очень просто. Существует же очень много механизмов. Во-первых, заморожены счета и активы. Как частных лиц Российской Федерации, так и государства Российская Федерация. И вот эти активы сейчас, кстати, уже на сегодняшний день правительством, Европейский Союз, допустим, Соединенные Штаты и другие страны разрабатывают механизм для того, чтобы изъять эти активы в пользу Украины. Уже создаются фонды, которые будут наполняться за российский счет. Конфискованные яхты, конфискованные самолеты, конфискованные виллы, дачи, дома, земельные участки, заводы. Это все будет идти в копилку Украины. За счет этого будет, и это только имущество, которое находится за рубежом. А еще же вы же не забывайте, что, допустим, будут же поставляться. Даже Ирану, когда наложили там суперсанкции против Ирана 40 лет назад, да, и то разрешили продавать какую-то часть нефти там, в обмен на продовольствие. Так вот, Иран с этой нефти получал 3 копейки, чтобы не умереть с голоду. А все остальное замораживалось. На сегодняшний день у Ирана до сих пор заморожены деньги за поставленные углеводороды. И там они исчисляются не одним десятком миллиардов долларов. То же самое и Российская Федерация. Она будет поставлять нефть и газ, допустим, по окончании войны. Но с этих контрактов будет сниматься львиная доля на восстановление Украины. И пока этот долг Россия не погасит, а с нее санкции не снимут. Путин же не вечный. Завтра придут другие к власти и захотят опять роскошной жизни, опять в демократических и в политических мировых тусовках участвовать. А им скажут: подождите, ребята, хотите вернуться на мировую политику? Да. Вот у вас счет выставлен за Украину, за нанесение ущерба, там столько-то, столько-то, денежки надо заплатить. Поэтому вы либо платите и возвращаетесь в наши тусовки, либо вот ров с крокодилами, 6-метровый забор и все, и хлебайте лаптем щи. Никуда Россия не денется. Нельзя сегодня существовать в анклаве, как от всего мира. Нельзя отгородиться забором. Мир интегрирован везде и всюду. Поэтому везде можно найти рычаги давления на ту же Российскую Федерацию. Поэтому выплатят все, поверьте. А если еще будут заинтересованы западные страны-партнеры, которые станут основными сюда инвесторами, они будут очень заинтересованы в этих деньгах. Потому что они же эти деньги будут здесь инвестировать, вместе со своими инвестициями будут усиливать и зарабатывать здесь, помогать нам восстанавливать страну. Поэтому они будут тоже давить на Российскую Федерацию, чтобы она выплачивала. Расскажите подробнее, как управляются шахеды и прочие дроны тоже. Правильно ли я понимаю, что они управляются онлайн? То есть их курс не прописывается заранее, а управляется оператором. Через какой канал связи в таком случае происходит управление? Ведь под GPS оператор может только отследить дрон, но дать команду дрону возможности нет. Или я не прав. И еще вопрос. Вы говорите, что... это второй вопрос, потом, по порядку.
Нет, вы не правы. Дело в том, что оператором в режиме онлайн управляются только дроны ближнего радиуса действия. И они имеют канал связи, по которым передают в режиме онлайн оптико-электронную информацию. То есть у них есть камера, и оператор может видеть до момента взрыва дрона, может видеть обстановку и гарантированно как доказательную базу использовать это видео, что попал дрон в цель или нет. Но эта дальность ограничивается там 100, где-то примерно 100-150 километров. Есть дальше, есть дроны-разведчики, которые летят там и передают информацию. Дроны камикадзе типа Шахед, они программируемые. И они не имеют канала обратной связи. Чем невозможно с ними бороться, потому что нельзя заглушить канал связи, по которому идет команда. В него закладывается программа, даются координаты, и он с помощью системы GPS, сейчас мы знаем, что на иранских дронах Россия ставит блок свой, добавляет свой блок системы GLONASS, российской системы GPS-навигации, чтобы американцы не могли, допустим, через GPS-навигацию внести системную поправку. Они имеют это право делать согласно договора о конфиденциальности, который вы нажимаете кнопочку «Принять», когда у себя устанавливаете GPS. Там об этом сказано. Так вот, забив в дрон координаты и заложив маршрут, по которому он должен дойти до этих координат, дрон совмещает, ориентируясь на спутники, дрон как на маяки, дрон идет по заданным координатам. Никто уже не управляет этим дроном. Никто. Дальность связи очень сильно ограничена средствами связи самой. Вот. Даже на поле боя, когда оператор там дронами ближнего радиуса действия управляет, есть еще средства радиоэлектронной борьбы, и они могут подавлять. Вот, кстати, Switchblade 300, он показал слабость. Это дроны камикадзе, противопехотные, которые нам передавали наши партнеры. Он показал уязвимость от средств РЭП Российской Федерации. Не знаю, как сейчас исправили или нет. И передавали нам Switchblade 600. Это уже противотанковый дрон камикадзе. Вот. Или баражирующий боеприпас это называется. Правильно. Вот у них есть, оператор управляет ими. Но они невозвратные. А Шахед нет. Шахед запустили и все, он пошел. У него координаты заложены, он пошел. Крылатая ракета точно так же. Ее запустили, и она пошла по координатам. Единственное, что у крылатой ракеты есть активная головная часть, которая включается там за 50-70 километров от цели. И головка самонаведения находит эту цель, опять же по координатам. И если есть необходимость, она корректирует ракету, чтобы та попала именно в эту цель. Почему они относятся к классу высокоточных? Никто ими уже не управляет. Они летят по заданной программе. Поэтому, кстати, они не могут делать маневры уклонения или обходить районы систем ПВО. Почему Россия постоянно и пытается вычислить наши районы, позиции систем ПВО, для того, чтобы наиболее эффективно прокладывать маршруты вне этих районов, чтобы нам было труднее засекать эти дроны в воздухе. Такой вопрос. Чем отличается специальная военная операция от просто военной операции? Она отличается условиями проведения и способами проведения. Смотрите, военная операция – это операция, которая может быть проведена в том числе и войсками, то есть армией, но в условиях военного времени. Вот это чисто военная операция. И в ней принимает участие либо армия, либо, допустим, вот как у нас это сформулировано законодательством, называется силы обороны, в которую входят все силовые структуры страны. Вот это военная операция. Специальная военная операция, она может проводиться в мирное время. И там могут применяться, если в военной операции там в основном боевые действия, вот то, что мы наблюдаем на поле боя, да, когда там танки, артиллерия, авиация, пехота, штурмы, атаки, какие-то специальные, какие-то там спецназ,
штурмовые действия и так далее. А вот специальная военная операция может проводиться в условиях мирного времени, потому что она предусматривает специальные действия, она предусматривает только участие армии в этой операции, какое-то небольшое, а основу специальной военной операции составляют в основном силы специальных операций, то есть это вот этот спецназ. Его, кстати, во многих странах мира выделили как отдельный род войск, силы специальных операций. Силы правопорядка и силы, допустим, и полицейские силы. То есть там спецназы ФСБ, допустим, спецназы полиции, Национальная гвардия, или там в России это Росгвардия. Вот это специальная операция военная. И для нее не надо не объявлять военное положение, не объявлять состояние войны, страну не надо переводить экономику на военные рельсы. То есть она идет в условиях мирного времени по определенному плану, не затрагивая экономику страны. Вот этим отличается специальная военная операция от военной операции. Военная операция проводится только в условиях войны, военного времени. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего видео «Ответы на вопросы» тоже заканчиваем. И у нас остается, как обычно, третья часть. Это обратная связь, ваши приветствия, которые вы прислали. Вот. И сегодня прозвучат следующие приветствия. Поздравления вам из Бостона, Соединенные Штаты Америки. Спасибо за информацию. Весь цивилизованный мир с Украиной. Собственно, поддержка Украины стала сейчас критерием цивилизованности той или иной страны. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины. Спільно переможемо. Да, действительно, кто не высказывает поддержку, ну, или точнее, кто высказывает поддержку или хотя бы Украине, тот считается на цивилизованной, на светлой стороне в мире. А кто держит нейтралитет или поддерживает, открыто поддерживает Россию, ну, они, получается, на темной. Паблики Воронежа сообщают о взрывах в районе аэродрома Балтимор, где базируются бомбардировщики Су-34. Наконец-то фраза «бомбить Воронеж» обрела смысл. Ну, тут я с вами полностью согласен. Хотя мы не бомбили Воронеж. Опять это у них бавовна, курили, наверное, в неположенном месте. Поэтому что-то там где-то загорелось и взорвалось. Имеется в виду, значит, комментарий относительно новогоднего обращения Путина к россиянам. Помните, да, стоит Путин там и стоят сзади якобы военные. Так вот, комментарий. На этой картинке нет военных. Это актеры, которые на постоянку участвуют в подобных так называемых мероприятиях. Их лица мелькают практически на всех картинках. Да, кстати, там уже дама одна идентифицирована. Говорят, что это офицер ФСО, Федеральной службы охраны, которая охраняет Путина. И она уже там другие фотографии показали, где она там уже в образе и в одеянии женском, в платочке, тоже опять же стоит рядом с Путиным. Видно, очень доверенное лицо в плане допуска преданности и допуска к телу, потому что она везде по правую руку получается от Путина и буквально у него за спиной. Может, кто-то даже из телохранителей. Но там реально, да, и причем специалисты кино, кто связан с телевидением, говорят, что судя по картинке, это два разных видеосюжета, которые были наложены один на другой. То есть Путин записывался где-то там отдельно на зеленом фоне, а военных записали где-то отдельно. Потом совместили эти две картинки и получилось, что вроде бы как Путин и военные, да, Ленин и мужики. Примерно так. С Новым годом! Привет из Австралии. Ой, давно не было обратной стороны нашей планеты. Спасибо за привет с другой стороны Земли. С Новым годом, украинцы! К сожалению, я, житель Российской Федерации, начал открывать по-настоящему для себя Украину только с началом войны.
Раньше это была просто соседняя страна, хотя я живу недалеко от российско-украинской границы и всегда считал и считаю украинцев братьями. Уже сейчас вы впереди Российской Федерации по многим вещам. Ваше будущее гораздо перспективнее будущего Российской Федерации, это очевидно. Хотя вы только и в начале пути, но уже немало успехов. Российская Федерация на этот путь не факт, что когда-либо встанет, к сожалению. Один простой, но яркий пример. Новогодние поздравления президента Зеленского. Сравните с унылым, злобным дедом, причем не только этот год, но и все предыдущие. Конечно, это не самое главное, но все же говорит о многом. Цените, что имеете. Это уже немало в сравнении с северным соседом и только начало. Слава Украине! Победы в борьбе за свободу. А Российской Федерации освобождение от кровавого ублюдка. Ваша победа, наше освобождение. С Новым годом! Вот такое вот поздравление из Российской Федерации. С Новым годом! Вы не представляете, в 12 ночи мы открыли шампанское и все сказали первый тост, чтобы Путин сдох. Слава Украине! Ну да, мира Украине и смерти Путину, ну, наверное, это был тост и самый массовый, наверное, за всю историю Украины. Как-то ехал на работу еще до войны и слушал французское радио в машине. Тема была о рейтинге стран по инновациям. Честно говоря, был удивлен, когда диктор сказал, что на 3-м месте по инновациям после Швейцарии и Соединенных Штатов находится Украина. Речь не шла конкретно об оружии, а о доле населения с инноваторским мышлением. Но если это правда, уверен, у вас все получится в создании своего комплекса типа израильского, да еще и с поддержкой Запада. С уважением из Франции, слава Украине. Имеется в виду, это, наверное, человек написал комментарий на то, что про железный купол. Помните, я говорил, что если его создавать, то надо создавать стационарно, и чтобы он как высокий забор до неба закрывал воздушное пространство нашей страны от Российской Федерации. Вот поэтому такой родился комментарий. С новым контрнаступательным годом! Слава Украине! Привет из Греции. Вот такой вот греческий привет. Единственный Новый год, в котором несколько миллионов людей загадали одно и то же желание. Ну, может быть, даже не одно, а два, но одно это точно. Победы, перемоги нам в этой войне, в этом году. Желаю вам и целой Украине, и не только, скорее победить врага и навечно освободиться от проклятой империи. С уважением, Давид, Тбилиси. Спасибо, Давид, огромное. Слава Вооруженим силам України. Наш щедрик наразі слухає увесь цивілізований світ. Але ця пісня доводить ствердження про існування нашого свого календаря. Дякую за інформацію. І так, за цей рік ми, патріоти нашої країни, усі стали націоналістами. Усіма нашими вчинками. Слава нації, смерть ворогам. Я вам скажу, что эта советская пропаганда воспитала вот в советских людях, и мое вот поколение это на себе очень сильно ощущает, неприязнь к слову националист. Дело в том, что народ на всех языках мира переводится одинаково. National. Нация. Народ. И националист это человек, который за все народное. И нам надо просто менять это мышление. И действительно в хорошем смысле этого слова, или просто в правильном смысле этого слова, это человек от народа, это нация, это народ. Тут ничего, никаких, не путать с нацизмом. Это две большие, вот Россия все время манипулирует понятия националисты и нацисты. Вот. Хотя сами россияне являются, я бы сказал, националистами еще покруче, наверное, нас с вами.
В плане патриотизма Российской Федерации, как ни крути, пропаганда там работает довольно сильно. Поэтому я считаю, что надо возвращать смысл этому слову. И да, действительно, это очень хорошо, когда народ знает свою историю, знает свою ментальность и олицетворяет себя или идентифицирует себя как нацию, как единую нацию. Независимо от каких-либо там других нюансов с национальности каждого, вот, и принадлежности к этой стране тоже каждого гражданина. Но вместе мы нация. Наконец-то попал. Привет из Нью-Йорка. В Новый год с новыми победами. Все будет Украина. Верим вооруженным силам Украины. Вот насчет наконец-то попал, не знаю, что имелось в виду. С новым победным годом и всего, ну я так понимаю, Украину и всего цивилизованного мира. Привет из Канады, Ванкувера. Первый тост был за победу. Пусть в победном году будет у вас крепкое здоровье. Пить за победу, радоваться по полной победе, жить с победой в душе и быть победителем всех невзгод, проблем, трудностей, счастья, любви, мира, слава Украине и вооруженным силам Украины. Ну, единственная маленькая такая поправочка. Мы будем все вот то, что я перечислил от вашего имени, мы это все будем делать заради перемоги. С Новым годом! Привет из Баку! Желаем мира и прогресса всем миролюбивым народам. Мира, слава Украине и украинскому геройскому народу. Смерть фашизму. Спасибо большое. Вот я так понимаю, что в Азербайджане понимают вот этот русский фашизм. Они с этим сталкиваются в своих проблемах, в своей территориальной целостности, когда туда вмешивается Российская Федерация. Смотрю ваш канал из Хорватии с сентября. Хочу заверить вас, что мы продолжаем помогать вашей стране как можем и будем с Украиной до перемоги. Слава Украине и героическим вооруженным силам Украины. С Новым годом вас! Ну, дальше уже пошел вопрос. На этом сегодняшние приветствия закончились. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность доносить до вас эту інформацію. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!